Nigga, why you tripping? Get your mood right. Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so by mine. За последний год мы потеряли много талантливых исполнителей. И если другие ушли из жизни из-за своих вредных привычек, то судьба Экса оборвалась в возрасте 20 лет, даже не по его вине, а по жестокой реальности США. Но об этом поподробнее я расскажу далее. My mama, jugging and finessing, had to play it raw. Smoking weed, dodging feds, cause my head hard. И всем Лина, Самиян, Пайне. И сегодня мы разберем, почему жизнь талантливого артиста резко оборвалась. Давайте вспомним, с чего все началось. Пришел к нам в Россию, да и на весь мир парень в конце 16-го, начале 17-го года. Тогда все говорили о шумихе, что Джаси сел за решетку из-за того, что избил свою девушку. Поступок далеко не джентльменский, но сообщество выступало в поддержку Экса. А также возрос интерес и к музыке исполнителя. Агрессивный стиль, записанный на дешевый микрофон. Но это не помешало многим исполнителям вдохновиться самим Эксом. И уже тогда было решено, что парень займет неплохие места в индустрии. Осталось только выйти на свободу. Спустя время это случилось, и Экс сразу погружается в творчество, удивляя буквально всех, ведь многие ждали треков по типу Look at Me. Но получили грустные депрессивные баллады, которые тоже были на высоте и смогли сделать из рэпера огромную звезду. Однако дело по избиению не было закрыто. Джаси грозил суд, на котором ему могли вынести приговор, вплоть до пожизненного. Насколько я помню, ему вынесли 18 обвинений. Однако суд так и не состоялся, а артист был выпущен на свободу для проведения тура. Никто не мог знать дальнейшую судьбу Экса, все было в тумане. Он мог сесть надолго, а мог и избежать приговора. Однако жизнь молодого парня оборвалась буквально за час-два. 18 июня в Майами, когда он выходил из мотосалона для покупки нового байка, Джаси сел в машину. В тот момент, когда к нему подбежало два темнокожих мужчины в черном. После чего один из них в красной маске произвел выстрелы в исполнителя. По версии многих СМИ, они забрали сумку Louis Vuitton и скрылись на внедорожнике. Рэпера нашли без пульса и быстро госпитализировали. Из госпиталя мы получили информацию, что Экс находится в коме. Однако еще спустя время, чуть меньше чем час, шериф округа подтвердил смерть исполнителя. Сейчас следователи разбирают мотив преступления. Есть вариант, что кто-то передал Тентасиону привет из его криминального прошлого. Ведь у парня были трудные года, когда ему приходилось воровать и продавать наркотики на улицах Флориды. Но версия с ограблением лично мне кажется более правдоподобной. Экс был совершенно один без охраны. В таком случае человек больше всего уязвим к нападению со стороны бандитов. И как бы мы ни нахваливали Америку, но ограбление с убийством там встречается очень часто. Вы можете сами зафиксировать, сколько убийств происходит в США. И бандитов там совершенно не загрызает совесть об убийстве, тем более если речь идет о бандах. Я узнал новость, когда Экса еще даже не успели госпитализировать. Тогда я подумал, что навряд ли это нападение с применением оружия, ибо по видео из интернета рядом с телом не было никаких следов стрельбы в человека, не было крови, не было следов от пуль, не было гильз и не было осколков стекла. Это на тот случай, если Джаси, находясь в машине, его не опустил. Соболезнования успели выразить Smoke Purp, Lil Pump, YG, Lil Yachty, а также мама рэпера подтвердила смерть. Большой пост написал продюсер Дипло, что у них были планы с Эксом записать совместный альбом. Вышла бы пушка, но, к сожалению, судьба думает иначе. Трагедия не обошла и Текаши 69, что в своем аккаунте выразил соболезнования, прикрепив последние слова, которые написал ему Джаси, где он сказал, чтобы 69 был аккуратнее и не терял бдительности. Также многие исполнители сказали, что Тентасион был для них вдохновителем. Наверное, из самых удивительных был Kanye West. Эмоции не смог сдержать и Ski Mask, пустив слезы прямо в инстаграме. И я очень соболезную этому рэперу, потому что он вместе с Эксом выбрался из ямы. Судьба их свела в одной исправительной колонии для несовершеннолетних, после чего они начали вместе делать музыку. Более подробно в ролике про Ski Mask. Также хочу выразить соболезнования такому ютуберу, как Кавтакс, ведь можно считать, что именно этот парень всем рассказал про Экса, показывая только интересный материал. Пока что по развязке ситуации информации нет. Департамент полиции Флориды платит $3000 за любую информацию о происшествии. В сети начали подозревать рэпера Soul the Kid. Мол, в момент покушения он был недалеко от Джаси и у него имеется красная маска. Однако рэпер из Флориды отрицает свое причастие к перестрелке. В сети, как всегда, начали распускать слухи, что все это реклама, пиар-ход для нового релиза. Но, ребята, как же такие люди не понимают, что ни один человек в здравом уме не будет хранить себя? Потому что это морально низкий
поступок, и авторитет упадет. Тогда какая же это реклама, если она идет только во вред? Я понимаю людей, что не хотят верить в это, но не надо искать оправдания суровой и грубой реальности. Надо просто собраться всеми силами и пережить этот момент. Я бы еще кое-что сказал про реакцию нашей аудитории в интернете, но не хочу вливать в это видео агрессию, так что как-нибудь потом. Экс не был ангелом в жизни, его поступки довольно спорны, и даже после, в период творческой деятельности, он вступал в конфликты. Но помимо злодеяний, он также занимался благотворительностью, помогал своим родным, помогал сиротам, а самая большая благотворительность — это его альбомы, которые навсегда останутся с нами. И пока музыка Джасти будет играть на этой планете, он всегда будет с нами. Rest in peace, Экс.